Эта история произошла недалеко от побережья Канады ранним июльским утром. Дэвид Картрайт, ученый, занимающийся изучением китов, вместе с экипажем научного судна проплывал недалеко от берегов Британской Колумбии. Дэвид изучал финвалов в этом районе, когда на небольшом расстоянии от корабля раздались пронзительные крики. Команда быстро поняла, что кричит молодая касатка, которая застряла между скал, выступающих из воды. Не зная, чем можно помочь несчастному животному, Дэвид решил позвонить специалистам по касаткам из местной экологической группы, чтобы сообщить о произошедшем. Узнав о беде, эксперты пришли к выводу, что группа касаток охотилась на тюленей в местных водах. Одна часть хищников, вероятно, гнала добычу ближе к берегу, а другая терпеливо ждала в стороне, создавая ловушку для тюленей. Молодая касатка, похоже, неверно оценила свои силы и во время отлива оказалась на острых скалах, откуда уже не смогла выбраться. Хищница кричала от боли и страха. Дэвид понял, что нужно действовать быстро, и позвал на помощь своих коллег, специалистов по китам Дженнифер Слоан и Марка Пирсона, которые находились поблизости. По пути к месту происшествия ученые связались с двумя экологическими организациями, чтобы получить дополнительную помощь или советы. Ситуация была действительно тяжелой, и каждый ресурс мог пригодиться. Когда команда Дэвида подплыла к касатке, они постарались оценить ее положение, но не подходили слишком близко, чтобы не напугать ее. Паника могла заставить животное попытаться вырваться, что неизбежно привело бы к новым травмам. Даже издалека было видно, что хищница порезала спину и хвостовой плавник об острые камни. Сотрудники экологической службы по телефону дали совет: как можно быстрее обильно поливать касатку морской водой, чтобы избежать обезвоживания и дождаться прилива, который начнется только через несколько часов. Команда поняла, что их ждет долгий день, и без промедления приступила к работе. Касатка нервничала, когда люди приблизились к ней, опасаясь, что они могут представлять угрозу. Однако главной проблемой для нее было обезвоживание и собственный вес. Дело в том, что киты и касатки, оказавшись на суше, очень быстро погибают, их огромная масса сдавливает легкие, мешая дышать. Дэвид и его товарищи собрали самодельный водяной насос, используя шланг и небольшой мотор, и начали поливать касатку водой. Остальные члены экипажа обкладывали ее мокрыми тканями, чтобы сохранять влагу. Постепенно касатка стала успокаиваться. Она больше не кричала так громко, как в начале, а ее сородичи наблюдали за происходящим с небольшого расстояния. Сначала погода благоприятствовала спасению, было прохладно и пасмурно. Однако через несколько часов выглянуло солнце, что могло стать смертельной угрозой для животного. Команде пришлось накрыть голову касатки влажной тканью, стараясь при этом не закрывать дыхало, чтобы не мешать ей дышать. Дэвид и его коллеги понимали, что касатке повезло быть молодой. Ее возраст составлял около 89 лет, а вес около 3 тонн. Взрослые касатки весят до 10 тонн, и в такой ситуации давление собственного тела могло бы стать фатальным для более крупного животного. Ситуация осложнилась, когда мотор насоса вышел из строя. Починить его было невозможно, поэтому экипаж начал поливать касатку вручную, передавая ведра с водой друг другу. Это превратилось в безумную эстафету, которая длилась около 8 часов. Никто не собирался сдаваться, несмотря на усталость. К концу 8-го часа уровень воды начал подниматься, прилив был близко. Команда постепенно убрала ткани с тела касатки и отступила на ближайшие скалы, чтобы не пугать животное своим присутствием. Когда вода почти полностью покрыла ее тело, касатка начала двигать хвостом, но все еще не пыталась плыть. Спасатели начали беспокоиться, что она слишком ослабла или получила серьезные повреждения. Однако спустя несколько напряженных минут касатка сделала мощный рывок и вырвалась из каменного плена, что вызвало громкие крики радости и облегчения среди команды. Молодая касатка наконец вернулась к своей семье. Ее спасение стало возможным благодаря усилиям Дэвида и его коллег, которые не сдались, несмотря на все трудности. Касатка отделалась только незначительными царапинами на животе и серьезным стрессом, но теперь снова была в безопасности. Эта история стала напоминанием о том, насколько важны быстрые и слаженные действия людей, готовых прийти на помощь даже в самых сложных ситуациях. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.